Короче, ребята, блин, это как бы ругательство, но как бы не совсем. То есть его так-то можно использовать в любой неформальной ситуации, ну типа с друзьями или родственниками, но на самом деле оно не всегда уместно. Как думаете, сколько в этом предложении слов-паразитов? А, точно, я же все отметила. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня я вам покажу несколько словечек, которые очень часто используются в разговорной речи и зачастую считаются паразитами. Но мне кажется, паразитами они становятся в том случае, когда их употребляют слишком часто. Они заполняют паузы, не несут никакой смысловой нагрузки и с точки зрения коммуникации, конечно же, не выглядят привлекательными. Тем не менее, их активно употребляют, и если с ними не борщить, то они могут быть вполне полезными. Я, конечно, не буду рассказывать про как бы и так-то, но парочку других для вас приготовила. Прикинь. Это синоним слова «представляешь» или «представь себе», «вообрази», что произошло. О, у Алины вышло новое видео. Опять напоминание прислала. А ты прикинь, она так всех подписчиков задалбывает. Ай, тоже мне поддержка. Коварное слово «короче», которое, казалось бы, должно подытоживать сказанное, быть выводом. Но на деле, если вы слышите слово «короче», это совсем не значит, что сейчас вам начнут рассказывать историю вкратце. Короче, дело было так. Я вышла из дома, потом дошла до парка, сделала вот такой вот большой круг вокруг этого дома, вокруг того дома, еще вокруг того дома. Я 3 дома всего прошла. Потом я подошла до парка и прошла вот так вот вдоль по этой дорожке. И я немножко зашла, немножко погуляла, это очень интересно было, было очень много. И потом дальше, и потом дошла до дома, который находится в углу. И дошла до поворота. Ну, я очень нравится, когда, ну, обычно, когда. И вот, потом я через эту улицу пришла сюда домой. Вот так вот я погуляла. Спасибо, что вкратце рассказала такую интереснейшую историю. Типа, пожалуй, одно из самых частых и используемых слов-паразитов. Не знаю, сколько раз в день я слышу это слово и произношу сама. Иногда стараюсь этот момент контролировать, но не всегда получается. Уж больно оно вырывается наружу. Это слово есть во многих языках, и, наверное, многим оно будет знакомо и привычно. Но в русском языке оно используется не только в значении типа того, что-то вроде того, но и просто при любом удобном случае. То есть буква Ё могла вообще по-другому выглядеть? Ну, типа того. Мне кажется, меня укусил клещ. С чего ты взяла, что это был клещ? И где ты его могла в городе найти? Ну, типа во дворе? Или в метро? Ну, типа да. На самом деле, словосочетание, которое может использоваться как в значении в действительности, с определенным смыслом в предложении, так его используют и без какого-либо смысла. Давайте сравним 2 предложения. Я сказала, что сделала всю работу, но на самом деле еще не закончила. На самом деле в этом предложении можно заменить словом в действительности или фактически. Оно является членом предложения, и если мы его уберем, смысл будет несколько искажен. Второе предложение. На самом деле пора расходиться по домам. Здесь же на самом деле выступает вводным словом. И если мы его уберем или переставим на другое место, то смысл предложения от этого никак не поменяется. А заменить это слово можно на «собственно говоря». Вообще синтаксически большинство из этих слов являются вводными словами. А как мы помним, вводные слова на письме выделяются запятыми. Но я бы советовала проверять себя на предмет вводных слов, если вам это, конечно, важно, потому что иногда то, что нам может казаться вводным словом, на самом деле таковым не является. На самом деле таковым не является. Один из способов, как это сделать просто и быстро, убрать это слово или словосочетание из предложения, и если смысл от этого не изменится, значит слово, скорее всего, вводное. И на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что было полезно, а то где вас еще словам-паразитам научат? Напишите в комментариях, как часто в вашей речи, не обязательно на русском, но и на вашем родном языке, вы используете подобные слова. А если хотите меня поддержать, ставьте лайк на это видео и подписывайтесь на канал. Ну и еще, конечно, вы можете поделиться этим видео со своими друзьями. А я говорю свое коронное пока-пока! И до скорого! Спасибо!